Страшная статистика кровавых преступлений киевского режима продолжается. Они ведь целенаправленно наносят удары именно по детям. На Западе закрывают на это глаза, но это уже тоже сыгранная карта. Они не столько закрывают глаза, сколько всячески это поощряют. Они оправдывают варварские действия, они замалчивают теракты, они обеляют именно неонацистскую сущность тех, кто все это делает. А мы ничего не забываем. Мы продолжаем указывать на военные преступления, которые творит киевский режим при полной поддержке самоназначенной так называемой прогрессивной, я беру это слово в кавычках, части мирового сообщества. И мы будем добиваться, чтобы каждый, кто виновен в боли, страданиях и гибели детей, понес за это заслуженное наказание. На поле боя их не возьмет. Это очевидно им и очевидно тем, кто снабжает их вооружениями. И поэтому они бьют по мирным гражданам. Отдельной программы удостоилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как бы без нее жила-была украинская государственность. А я вам могу сказать, процветала бы, если бы не все эти деятели Западной Европы. Хотя какие они тоже западноевропейские деятели. Вся суть Урсулы фон дер Ляйен связана отнюдь не со своей родиной, не с Германией и не с Европейским Союзом, а с теми финансовыми группировками, к которым она имеет непосредственное отношение, которым наплевать на судьбу Европы, западной или центральной, общей Европы, только бы наживаться. Действует открыто, без каких-то упреков со стороны западников, вот такой экстремистский сайт, который ни разу не стал предметом обсуждения вот этими самыми западными правочеловеческими структурами как нечто абсолютно непотребное. Не то, что негожее к употреблению, а позорное для всего человечества. Неинтересно. Самое циничное, что на указанном ресурсе размещаются, и сейчас мы вновь переносимся к началу брифинга, данные детей, несовершеннолетних. Детей вносят целыми группами. Среди них есть не только россияне, есть граждане Белоруссии, Украины самой же, Азербайджана, Израиля, Узбекистана, Молдавии. Как бы абсурдно, а на самом деле дико и безнравственно это не звучало, детей обвиняют, прямая цитата, в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины и, прямая цитата, сознательном нарушении государственной границы Украины. Детей! Они не могут передвигаться без воли взрослых и без сопровождения кого-то, будь то родители, родственники или организаторы поездок, которые берут на себя ответственность по договору с родителями за этих детей. В 2025 году более 100 детей и подростков из России оказались на этом самом экстремистском сайте. В январе в его базе данных оказались сведения о 25 детях в возрасте, вы вдумайтесь в это, от 2 до 3 лет. В этом самом пантеоне будут погребены останки Бандеры, Шухевича и всего нацистского отребья. И это станет беспрецедентным по своему цинизму осквернением святой обители. Теперь для киевского режима, для Банковой, для тех, кто заправляет на Украине, Киевская лавра – это не место для общения с Богом. Это место поклонения сатане. Административное взыскание в виде штрафов в размере 3400 гривен было применено в общей сложности в отношении 3 киевских учителей, прямая цитата, за использование языка государства-агрессора во время образовательного процесса. Конец цитат. У меня просто предложение к учителям на Украине, когда в следующий раз докопаются до вас, вы говорите, что говорили на языке, на официальном языке Организации Объединенных Наций. Пусть попробуют выписать штраф. Прежде чем обсуждать что-то новое, еще не озвученное и, наверное, не сформулированное, наверное, все-таки было бы правильно как-то внести ясность в старое, в частности, вот в эти уже имевшие место обсуждения соответствующих идей. То, что в Брюсселе устроили вокруг ситуации с потолком цен на нефть, иначе как фарсом, просто назвать невозможно. Попытка подорвать наше энергетическое сотрудничество с партнерами на фоне кризиса в Ормузском проливе неизбежно повлечет дальнейшую дестабилизацию рынков, фрагментацию мировой торговли, инфляцию,
инфляцию, снижение благосостояния, ухудшение перспектив роста в большинстве государств мира, что больнее всего ударит по беднейшим странам, которые зависимы от импорта энергоносителей, удобрений и продовольствия. Пытались умерить пыл активных сторонников данного так называемого плана по, так сказать, ужесточению антироссийских рестрикций. Видимо, эти усилия не имели успеха, и констатируем, что на фоне колоссальных проблем у Вашингтона, это и иранская авантюра, и перспективы обрушения энергетических рынков, рост инфляции в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс, ястребы однопартийца президента США Трампа явно оказывают ему медвежью услугу. Неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике. Хотелось бы надеяться, что в нынешней администрации США помнит, что принятый Конгрессом в период первого срока Трампа закон, который так и назывался, о противодействии противникам Америки посредством санкций, жестко ограничивал возможности президента США по выработке прагматичных подходов в отношении, в том числе, нашей страны. Очевидно, что утверждение новой антироссийской инициативы также призвано буквально стреножить Белый дом в реализации внешнеполитического курса и осложнить работу по стабилизации двусторонних отношений с Россией, особенно в торгово-экономической сфере. Это будет равносильно буквально выстрелу в ногу и нанесет ущерб в первую очередь самим Соединенным Штатам Америки.